Доброе утро! Выход из своей конуры, чтобы поехать в секретное место, которое мне скинул мой преданный подписчик. Вот так вот выглядит билдинг. Внизу, внимание, находится бассейн. И мы выезжаем. Значит, первый интересный факт. В Буэнос-Айресе автобусы сами не останавливаются. Насколько бы популярной центральная не была остановка, нужно выйти на трассу и начать заниматься прекрасными, уважительными делами. И, в общем, ты приходишь, встаешь в толпу людей. Выглядит это примерно вот так вот. Я, значит, жду 39 цифру. Второй интересный факт. У меня идеальное зрение только на одном глазу. На втором сильно не идеально. Не знаю, насколько он вам интересен и полезен, но просто будьте в курсе. Луна момента. Первый автобус успешно был проехан. Сейчас мы ждем второй. Это наш был? Сейчас, переходя дорогу, хотела вам снять то, что здесь светофоры пешеходные не зеленые, как у нас принято, а белые. Но вместо этого была проведена спасательная операция, помогательная, по переводу через дорогу незрячих людей. И я очень резко как-то вспомнила о месте в Питере. Наверное, уже многие о нем знают, слышали. И, возможно, оно уже есть в нескольких городах. Но если кто-то еще не слышал и не был, я вообще от всего своего сердца, от всей души рекомендую сходить в пространство на ощупь. Это история о том, как людям с такими особенностями живется в нашем социуме, не всегда подстроенным под их возможности. И я от всей души, правда, рекомендую, если у кого-то есть возможность или желание сходить в это место, почитать про него. Это прям супер меняет как-то твое отношение к происходящему. И после того, как ты больше часа, по-моему, 1,5 часа в абсолютной темноте пытаешься как-то сориентироваться на рынке, в больнице, на пешеходном переходе, и выходишь в мир, понимаешь, насколько здорово, что у тебя просто и зрение, насколько классно, что ты можешь видеть, и насколько здорово, что у тебя есть возможность помогать людям, которые не обладают такими способностями. Это прям вау. Говорю, я мурашки. Короче, вот. Это была от меня рекомендация. А сейчас у меня история о том, что жду, пока научусь пользоваться гимблом, или как-то он там называется, в ожидании второго автобуса, который уже как раз-таки выезжает за Буэнос-Айрес. Мы приедем в какой-то, соседний деревенский город, и оттуда уже отправимся в секретное место. Кажется, едет автобус. Машем ручкой, машем ручкой. На момента.
здравствуйте! Да! Приехали в какой-то вокзал, проехав нужную остановку. Сейчас происходит возврат по обратному направлению, чтобы все-таки сесть на третий нужный автобус. The last one. Был выход за Буэнос-Айрес, и просто какая-то зона торговых предприятий, я не знаю, как называть, просто пыль, шум, гам, ураган. На карте локация называется Коллекторе Эстре Пан-Американ. Коллекторе Пан-Американ. Короче, хозяин, то ли город, то ли пригород, то ли район, то ли вообще жопа мир какая-то. Но тут прям without civilization полнейший. Но очень много машин, очень много звуков. Мои уши сейчас скоро свернутся в трубочку, потому что я не ненавижу громкие звуки. Я иду и потихо сдаю себя в аренду. Все автобусы ходят вот по той дороге, но она платная. Следующий отъезд должен быть вот с этой точки. Сюда автобус не приходит. Есть ощущение, что добраться сегодня не очень-то будет легко. Короче, не дождалась я местного транспорта. Было принято решение идти пешком. Шутка. Было принято решение дойти до другой остановки по картам. Я не знаю, чем закончится эта затея. Ходят ли вообще эти автобусы. Так вот идешь, уже вообще до какого-то соседнего города дошел на остановке. Так и не виднеется. Ненавижу жару. Поэтому я не была в холоде уже с февраля месяца. Ладно, была просто очень малое количество времени. Наверное, вы сейчас там прекрасно себя чувствуете. Идет снежок, подбивает ветерок. Вам комфортно. Вот прекрасная погода. А я здесь плаваю. Придумываю проблемы, как могу. Не шутка. Короче, просто занимаю эфирное время. Развлекаю себя по пути до остановки. Фух. Скажи, как ты относишься к жаре, не говоря ни слова. Захожу в супермаркет, чтобы остудиться. Кстати, может вам цены показать? А что по ценам? Что я вам тут покажу интересного? Чай. Делим на 16. 1000 это примерно 60 рублей. Вот примерно для ориентира. Мука. Вот Элс. Чебупели, пожалуйста. К вашему вниманию. Примерно 360 рублей. Ну, это я как бы округлила все и обозвала примерно все. Хлеб, соответственно, например, вот берем любой. Например, мы берем такой. И получается... Господи помилуй. Короче, 200 рублей. Примерно, да? Соответственно, молоко, соответственно, 80 рублей. Ну, 70, ладно. Сколько. Ну, короче, вот плюс-минус, да. Пожалуйста, считайте масло. Кому вот что интересно, смотрите, изучайте, переезжайте. Шутка. А может быть и не шутка. Ну, в общем, вот как-то так. Примерно. Ну и фрукты, я думаю, это основное, да, что как бы интересуется. Вот по картофелю, например, судим. 50 рублей. Значит, яйца у нас, пожалуйста, 120 рублей, 6 штук. Вот прикол, кстати, что в Европе, что здесь вот это вот упаковки по 6 штук. Я лично вообще никогда это не понимала. Куда 6 яиц? На один завтрак, типа. Короче, скучаю по 30 штукам в пачке. Лайманы
Авокадо, кстати, авокадо это местный вообще на самом деле фрукт, овощ, ягода. Это здесь самое распространенное явление. Стоит оно здесь, соответственно, тоже, да, 50 рублей где-то. И оно здесь самое вкусное, самое маслянистое из всех, что я ела, самое сочное, самое классное, почти как папа вкусвере. Ну все, вот, собственно, такие цены, такие магазины, такой ассортимент. Девочки, как вам горячие фотовые продавцы в пятерочке? Факт номер 655 вам: я обожаю мороженое. Любое. Во всех проявлениях. У меня моментом становится хорошее настроение. Факт номер 90. Я люблю лохотрон, я очень азартный человек. Поэтому мы делаем так. Размер М не влазит. Блин, походу меня Бог огораживает. Ну ладно. Doesn't work. Последний автобус. Еще пришла в Грецию. Сами понимаем, да? Не 15 лет уже. Отдыхала еще вечером. Диспетчер. Это автобус, в котором я только что сидела. Это я стою здесь. Ну я не я. Если бы я села в свой автобус, я села не в свой. Он туда не едет, куда мне надо. Ожидаем следующий транспорт. Я в том же автобусе, из которого вышла 20 минут назад. В общем, ситуация следующая, докладываю. Проехавшись на ненужном автобусе остановочек 5, пришлось выйти, чтобы дальше идти пешком. Пешком оказалось идти сейчас порядка 20 минут. Короче, на самом деле не знаю, как город называется, но везде значок тигра и написано Тигре. I don't know. What does it mean? Ну, в общем, путешествие продолжается. Новый уровень начинается. Не знаю, насколько интересна вам обыденная жизнь дальних от центра районов, но выглядит она как будто не сильно отличительнее, чем в Африке. Как бы ситуация патовая. Ох, зато лошадь красивая, посмотрите. Но я не я, если не буду ходить такими, прости господи, дорогами. Ну а что? Здесь даже не одна. Еще интересный факт. Выйдя из города, есть шанс хоть какой-то увидеть машины более-менее приличного вида иномарками 2020 года плюс, потому что в центре города все ездят на средних автомобилях, и когда-то где-то я смотрела интервью и слышала, что это потому, что очень много опасных районов, и люди не хотят быть обкраденными. И поэтому такой много, но ездят они на Фиат. А сейчас, оказавшись в каком-то поселке, я даже увидела премиум дома и премиум автомобили, что удивительно за 2 недели пребывания в этой стране. Береза! Береза! Добрый вечер. Я и береза! Береза! Короче, уже как будто бы подходится к точке X, к секретному месту. Я держу интригу до последнего. Ради чего? Ради чего нужно было проделать такой путь? Я уже увидела, на самом деле, то, ради чего я здесь. Поэтому сейчас как бы будет какая-то типа склеечка. 3, 2, 1. И как будто бы...
Короче, ребята, ситуация патовая. Это оказалась закрытая территория, куда можно войти только по физическому паспорту. Соответственно, никакого паспорта не имеется. И сейчас просто среди охраны переводчиков пишутся молебельные письма о том, что дорога в 5 часов не стоит того, чтобы просто уехать, что мы очень сильно хотим просто поесть, а это премиум люкс территория. Я снимаю снизу, сори, потому что здесь нельзя снимать. И фоткать. Тут, короче, пахнет прям жареным, реально. Потому что, походу, есть шанс вернуться просто так. Короче, ребята, без палева очень сильно снимаю снизу, делая вид, что читаю меню в переводчике. Оказалось в супер секретном месте, где нельзя даже доставать телефон, но место, ради которого вообще задумывался весь этот влог. Все явки пароли в том, что было принято решение поехать смотреть капибар. В этом месте не то, что их нельзя фоткать, к ним подходить. Тут нельзя вообще произносить это слово, потому что как будто бы сразу же вызывается какой-то ажиотаж. Сейчас, значит, принято решение остаться в ресторане местном, попробовать еду с видом на прекрасное озеро и обитающих рядом с ним капибар. Я очень сильно попытаюсь сделать хоть какие-то кадры. Меня взяли все паспортные данные, чуть ли вплоть не до депортации. Короче, сказали, что с полицией будут проблемы, не дай бог, ты пойдешь против наших правил. А кто такой, чтобы не идти против правил, как говорится? А что, контент сам себя не создаст? Значит, во-первых, снимаю в туалете, потому что капец как запугали здесь с пермитом на съемку. А во-вторых, очень здорово, не знаю, сидеть. Реально, это очень весело. Ты идешь в туалет, видишь М, думаешь, что М это мужик во всех языках, которые ты знаешь, да? И поэтому заходишь в другой. А потом залетает охрана, и что-то очень бодро тебе начинает объяснять, и ты понимаешь, что залетела все-таки в мужской, тебя выводят и заводят в женский. Вот такой вот контент из туалета. Заказывали? Нет? Да спешите, раз получили. Короче, удалось подойти близко, но снять все-таки я постеснялась. Решила не зачернять свою карму и придерживаться законов системы. Извините, что был проделан такой путь ради прекрасных кадров. Не удалось их сделать всего лишь парочку-троечку. Но как будто бы я первый раз в своей жизни увидела это животное, тем более в естественной среде обитания. Прошу заметить, это не зоопарк. По истории здесь капибары обитали всю свою жизнь, еще до динозавров, да, как мы понимаем. Но потом пришли люди и сказали, мы хотим здесь построить модный поселок. И как бы капибары отвоевали свое место, и их все-таки не истребили, оставив им вот эти вот 2 пруда, где они могут чувствовать себя свободно. Не хотят целоваться. Мне кажется, происходит что-то типа секса.
предыстория. Теперь-то я могу рассказать явки, пароли. Мне была скинута эта секретная локация с подписью о том, что там обитают капибары в их естественной среде обитания. Ты можешь ходить, ты чуть ли там, не знаю, не лежать с ними можешь на этих газонах. И после всего этого проделанного пути у дверей вы видели, да, как бы закрытая эта территория. Нужен был обязательно физический паспорт, чтобы зайти на территорию закрытого поселка. Физического паспорта не имелось, была фотография. Фотография никого не устраивала. Ждали самого главного супервизора. Потом ждали, пока он уйдет, чтобы он не видел, как мы проникаем на эту территорию. Ну и короче, нам было сказано, вы заходите, ничего не фоткаете, на газоны не заходите, идете есть, и как бы все. И когда я оказалась на территории, у меня реально было ощущение, что типа меня могут депортировать. Потому что тот контингент людей, автомобилей, охраны, я не знаю, как это описать, меня настолько запугало, что даже я боялась реально достать телефон. Я пыталась что-то вступать без палева. Но, зайдя в это премиум-люкс заведение, извините, стоимость реально билета театра в Мариинку. Вместо, конечно, театр Колонн, на него куплен билет. Так вот, стоимость блюда была примерно поравнена к этому цене. И я представляла, ну не знаю, может быть не Мишлен, может быть, но хоть какой-то уровень. И в итоге я просто поела как будто в Бургер Кинге, реально. Какой-то кляр с кляром под кляром, с перекляром. Еще и соусы в стакане типа майонеза и кетчупа. Капибар там правда много, реально много. Если, конечно, туда приехать на тачке и с паспортом, и, в принципе, его показать, я думаю, что, может быть, будет шанс как-то сделать вид, что якобы вы не знаете о правилах. Здесь обстоятельства сложились так, что был прямой контакт с охраной. И, возможно, если бы его не было бы информации о том, что что-то нельзя все-таки делать. Увидеть, сфоткать, пусть далеко, пусть с плохим качеством, но это было. Ну и как бы, в принципе, это и было-то планом на день. И реализовалось не так, как хотелось бы, но и на этом спасибо. Супер благодарна. Настроена на путь в обратную сторону. Ну, в общем, получается, что как бы вот влог-то был создан ради этого, чтобы показать вам, как можно обниматься с капибарами. Но вместо этого показала, как можно просто путешествовать на автобусах. Я хз, какой главный поинт этого видео. Типа, как есть в Бургер Кинге за 100 миллиардов. Как без палева снимать, когда этого делать нельзя. I don't know. Короче, пусть каждый сам себе придумает мораль всей басни. А я надеюсь, что сниму еще не один влог пока что еще из неизвестной для меня страны. Пишите варианты поездок. Желательно заранее указывать, если там полный трэш. Ну, в принципе, можете не указывать, как будто мне уже ни к чему не привыкать. А я на обратном пути отправляюсь на автомобиле в сторону дома, потому что времени уже почти что 5 вечера. А я здесь ложусь в промежуток с 7 до 8, чтобы вставать в 5. А на автобусе как бы не успеется сейчас добраться до этого момента, до дома. Поэтому в добрый путь, в добрый мир, с самыми лучшими пожеланиями. Оставляю вас заниматься своими делами. Надеюсь, вы получили хоть какую-то эмоцию от просмотра этого видео. Если нет, то ваши проблемы. Пока!